你什么时候有女儿了？两位伯父，再见。 Когда Ван Дун увидел маленькую снежную деву, то был, мягко говоря, удивлен. А еще теперь у Хуихао, так сказать, появилась дочка, которая зовет его папой. Только посмотрите на реакцию Ван Дуна. Он как будто ревнует. Это неудивительно, в таком молодом возрасте, а Хуихао зовут папой. Ну что ж, снежная дева сильно повлияет на дальнейшее развитие Хуихао. Ее 4 могущественных навыка поразили даже титулованных чистого неба, Нютяня и Тайтаня. Первые 2 навыка снежной девы мы уже рассмотрели. Это снежный танец абсолютного льда, навык сферы, и мягкость среди тепла, бесснежный ледник. Следующие 2 умения еще сильнее. Третье кольцо 700 тысяч лет снежной девы дало навык под названием «Несравненный холод», меч императрицы. Это была одна из 3 совершенных техник снежной императрицы. Она создает темно-синий меч, полностью состоящий из кристаллов льда. При взмахе меча появляется темно-синий свет и создает проекцию, которая постепенно становится светлее по мере расширения. Свет меча замораживает все на своем пути и может превратить в ледяную скульптуру даже титулованного. Не существует меча, который может сравниться с ним. Он действительно очень могущественный. Даже Тайтаню пришлось высвободить своего боевого духа, прежде чем он смог противостоять этому удару. Да, именно этот навык заставил Тайтаня проиграть Хуихао и Снежной Деве, ведь он почувствовал страшную опасность и высвободил боевого духа. Это 3 предельные техники Снежной Императрицы. Меч и ладонь ввергают небо в холод. Меч, ладонь и холод Императрицы. Однако Снежная Дева добавила 4 духовных кольца Хуихао, что уже представляет собой последнее оранжево-золотое духовное кольцо. Оно было особенным, ведь не принадлежало ранее самой Снежной Императрице. Называется «Гордость Ледяной и Снежной Императрицы». Да, его должны использовать одновременно Снежная Дева и Ледяная Императрица Скорпиона. Хуихао также должен быть определенного уровня, чтобы использовать его. Он вызывает метель и снежную бурю. Даже все водные элементы превращаются в острые, как бритва, снежинки. В какой-то момент снежинки начинают подниматься в воздух, превращаясь в ледяные лезвия, выстреливающие в небо. Он разрушает не только физические тела, но и души. Может быть сконцентрирован в луч света, с достаточной силой и контролем. Это было достигнуто путем слияния сил его 3 высших духов льда. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Этот 4-й навык, вероятно, можно считать сильнейшим из тех, что дала Снежная Дева, ведь способность 2 королей Крайнего Севера, Ледяной и Снежной Императриц, сочетает в себе навыки, позволяющие концентрировать общую силу, образуя огромный ледяной вихрь белого и зеленого цвета для атаки противника. Хуихао знал, насколько сильны были эти духовные умения. Их сила была больше, чем у всех духовных умений ледяного атрибута, которыми он обладал. Кроме того, все духовные навыки Ледяной Императрицы становились намного сильнее при поддержке Снежной Девы. Итак, 4 кольца по 700 тысяч лет Снежной Девы крайне могущественны. Возможно, кто-то спросит, а получил ли Хуихао духовную кость от Снежной Императрицы? Было бы неплохо усилиться благодаря духовной кости 700 тысяч лет. На самом деле, духовной кости не было, поскольку Хуихао не поглощал ее кольцо, как это происходит обычно у мастеров. Снежная Императрица стала духовной душой и слилась с Хуихао благодаря Электролюксу. Но все равно выгода Хуихао оказалась даже больше, чем ожидалось. Создание духа Снежной Императрицы казалось более хорошим выбором, чем если бы он слился со Снежной Императрицей, снял с нее печать и поглотил ее духовную кость. В обоих случаях он получил бы 4 духовных навыка, 2 навыка с кольца и 2 навыка с кости. Хотя дух Снежной Императрицы занял 4 места для духовных колец, ее способности поддержки намного превосходили любые духовные умения. А что более важно, Снежная Дева будет развиваться вместе с Хуихао и становиться сильнее. Все это намного превосходит тот вариант, если бы Хуихао просто слился со Снежной Императрицей, получив одно ее кольцо и кость. Сам Хуихао на 50 ранге сейчас был способен сражаться с мастерами 60-х и возможно 70-х рангов. Это чудовищное усиление. Как мы уже говорили в начале, Ван Дун был сильно удивлен, когда увидел Снежную Деву. И Хуихао пришлось все рассказать о Снежной Императрице, о его 2-м духе, об отношениях между ним и Ледяной Императрицей, а также его учителем. Хуихао даже рассказал о том, как встретил Ледяную Императрицу на Крайнем Севере. Он исключил лишь секрет, касающийся ледяного шелкопряда в 1 000 000 лет.
После этого Ван Дун также захотел себе духовную душу. Если заключить контракт со зверем послабее, не таким как Снежная Дева, то вполне реально вместо обычного кольца получить духовную душу. И это изменит многое в отношении духовных мастеров и зверей. Ждем грандиозные перемены на континенте. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какой бы вы навык выбрали от Снежной Девы. Подписывайтесь на канал и всем пока.